Приветствую всех, друзья! В этом видео будет такой некий обзор на CMS-систему, которую мы будем в дальнейшем разрабатывать. Просто поскольку CMS-система уже готова, то почему бы не сделать обзор в самом первом видео, чтобы потом в дальнейшем понимать, что это вообще такое. То есть, поскольку это обзор, то в этом видео мы просто поговорим, зачем нужна эта CMS, для каких целей она используется, ну и в принципе вообще, почему именно это CMS. Потому что на YouTube уже достаточно много CMS-туториалов, также огромное количество всяких CMS в интернете есть. При этом текущая система, она очень сильно от них отличается. Вначале будет такой некий обзор на CMS, а далее я покажу, где ее можно скачать. И потом уже в самом конце поговорим про технологии, то есть почему именно такие технологии, в чем преимущество и так далее. Ну и вначале давайте перейдем к задаче. То есть это обычный HTML-овский шаблон, который я скачал для демонстрации. В нем нету ничего такого необычного. То есть это обычный HTML-овский шаблон. То есть вот он у меня в папке, где есть три HTML-овские страницы. То есть страница индекс, в принципе, та страница, на которой мы сейчас находимся. Вот она на индекс HTML. Также есть страница About и контакты. На самом деле курсы такой страницы нету, я ее не стал перекидывать, в принципе, незачем. И то есть какая задача стоит сейчас? Задача дать возможность пользователю редактировать текущий текст. То есть абсолютно весь текст на сайте, чтобы пользователь мог редактировать. Либо не весь текст, а только тот текст, который пользователь захочет. То есть, например, текущие заголовки, текущие подзаголовки, да, текущий текст. И вторая задача, которая также важна, это возможность редактировать картинки. То есть либо картинку на главной, либо абсолютно все картинки, то есть даже в том числе те картинки, которые есть в слайдере. То есть чтобы пользователь мог их спокойно редактировать. В принципе, такая задача, она достаточно распространенная, то есть больше половины заказов, которые я брал, от них требовалось как раз таки дать пользователю, то есть клиенту, либо заказчику, возможность как раз таки редактировать текущий текст. Ну и давайте плавно перейдем, собственно говоря, к обзору на CMS-систему. Для начала у нас есть архив VCMS, который нужно разархивировать. И далее две папки просто перебросить как раз таки в корень проекта. Я буду показывать все на локальном сервере, но на самом деле разницы никакой нету. Это может быть и не localhost, а, например, какое-нибудь там название вашего сайта, то есть, да, там сайт.com и так далее. И также работа может осуществляться посредством FTP клиента, то есть тоже особой роли не играет, просто у меня такой возможности нету, поэтому я покажу все на локальном сервере. То есть здесь важно просто перекинуть папку vex и файл config.php как раз таки в главную директорию с проектом, то есть как раз в ту директорию, где находятся HTML файлы, ну и какие-то статичные файлы, то есть CSS, шрифты, там картинки, например, да, то есть папка с картинками и так далее. А далее нужно перейти в директорию vex, то есть ту директорию, которую мы перекинули. Дальше нас сразу же встречает логинка. Я в дальнейшем скажу, где брать все пароли от нее, как их редактировать и так далее. И далее сразу же, в принципе, встречает дашборд, в котором идет пересчет всех HTML файлов. То есть в данном случае их 3, соответственно, он пишет 3. Всех картинок, CSS файлов, JavaScript. Также есть удобная диаграмма, на которой, в принципе, все это показано. Диаграмма построена на канвасе, поэтому отклик у нее достаточно быстрый. В дальнейших видео я покажу, как можно строить такие диаграммы, как туда передавать какие-то файлы. Это могут быть не обязательно такие круги, это могут быть и какие-то линейные графики, то есть такой график, который вверх идет, либо наоборот вниз. Ну и в принципе на этом на главной страничке все, здесь больше ничего интересного нету. Самое интересное у нас как раз таки хранится в тексте. И здесь у нас как раз таки хранится весь наш текст, который есть на сайте. То есть давайте попробуем изменить, например, текущий заголовок. То есть вот он у нас, в принципе, самый первый. И напишем здесь «Привет, мир». Сохраним. И у нас автоматически все поменялось здесь. И также, если мы обновим нашу страницу, то у нас точно так же поменялся заголовок здесь. И в принципе здесь мы можем как раз таки редактировать абсолютно весь текст на сайте. Также есть удобный поиск, то есть если мы, например, хотим отредактировать какой-то отдельный элемент, то мы можем просто вбить его сюда. И здесь у нас как раз таки появится новое поле, которое называется New Classes. И вот оно здесь.
Также есть возможность переключения по тегам, то есть это headline, заголовки, общий текст, также ссылки, кнопки. И также иногда бывает такое, то, что пользователю не нужно редактировать весь текст на сайте. Ему нужно редактировать какие-то отдельно просто 2-3 заголовка. И, соответственно, такое проще всего делать здесь. То есть выносить в тег main те заголовки, которые будут идти с классом VCMS text, либо же текст. То есть, соответственно, это может быть параграф с классом VCMS text, и он как раз таки попадет сюда. Либо же контент. Это как раз таки будет идти div с классом VCMS text area, который точно так же попадет сюда. Но это просто для удобства, чтобы когда как раз таки пользователю нужно будет редактировать всего лишь там 3 каких-то участка текста, чтобы он не искал их как раз таки среди общего текста здесь. Теперь перейдем к картинкам. Здесь у нас хранятся все картинки, которые есть на сайте. Одна картинка белая, то есть текущая, но это по одной простой причине, потому что это логотип. То есть это можно понять из названия. И, соответственно, логотип, он белый, соответственно, белое на белом фоне не видно. Поэтому здесь как раз такой белый квадрат. То есть даже если перейти, то он белый. И здесь хранятся как раз таки все картинки, которые есть. И давайте попробуем точно так же что-либо изменить. Например, изменим текущую картинку. Например, на такую. И сохраним. И мы видим то, что у нас автоматически поменялась картинка здесь. И более того, если мы сейчас перезагрузим наш сайт, то у нас поменяется картинка и здесь. Только единственное, иногда нужно грузить с перезагрузкой кэша, потому что картинки могут кэшироваться. Поэтому, чтобы увидеть изменения, нужно очистить кэш. Но это обычно Command или Ctrl плюс F5, либо клавиша R. Также здесь есть такое же разбивание, то есть на main картинке, те картинки, которые будут с классом VCMS и ngMain, на контент и также на иконки. Потому что иногда как раз таки, даже как, например, в этом шаблоне, есть огромное количество каких-либо иконов, и их при желании можно как раз таки вынести отдельно в иконки. Но это опять же, чтобы было еще более удобно редактировать их. Теперь не менее интересное, но в принципе тоже достаточно важное, это редактирование, например, HTML. То есть для того, чтобы лишний раз не заходить в FTP клиент, когда нужно что-либо отредактировать, можно сделать это как раз таки здесь. То есть здесь есть доступ ко всему HTML коду текущей страницы. То есть, например, ссылка на курсы, в принципе, та, которая она у нас никуда не идет, ее можно удалить, сохранить. Далее обновить страницу, и вот она у нас эта ссылка. И после обновления ее автоматически нет, потому что мы поправили наш HTML. Также можно выбрать тему, например, на белую ее сменить. И то же самое мы можем делать со всеми CSS файлами и со всеми JavaScript файлами. То есть у нас точно так же прогружаются все CSS файлы, все JavaScript файлы, и мы можем, например, их отредактировать. То есть это опять же все для удобства, для того, чтобы лишний раз не заходить в FTP клиент. Можно сделать это все из админки. Ну, по крайней мере, для меня это как раз таки must-have инструмент, потому что когда ты работаешь там над 10-15 проектами, которые у тебя как-то поддерживаются, каждый раз спрашивать логин и пароль от FTP клиентов, как-то не очень удобно, и как раз таки удобнее как раз заходить в CMS-систему и прямо отсюда что-то редактировать. И самое важное, в принципе, то, что я забыл показать в начале, это то, что у нас есть определенные страницы. То есть здесь у нас как раз таки подгружается страница About, контакты и индекс. И эти страницы, они никак между собой не связаны. Потому что если мы перейдем, например, в About, то у нас в странице About будет храниться только тот текст, который есть на странице About. Потому что если бы они у нас были между собой связаны, то тогда бы в странице About хранился бы весь текст. И тот текст, который есть в контактах, в индекс HTML и так далее. И, соответственно, при таком подходе у нас может быть хоть 10, хоть 15 страниц, они между собой никак не будут связаны. И мы можем точно так же редактировать все страницы, все картинки. Да, то есть картинки с About, например, точно так же редактировать HTML-код в About и так далее. Более того, то, что мне, в принципе, еще достаточно часто не хватало в различных CMS-системах, это как раз-таки проводник, то есть некий файловый менеджер, где можно какие-то изображения как раз-таки загрузить, создать какую-то новую папку, да, например, folder, да, то есть folder created, и вот она текущая папка folder.
Также можно посмотреть какие-либо файлы, можно их, например, скачать. То есть также есть подсветка синтаксиса, но здесь можно только смотреть файлы, редактировать их только через CSS и JS. То есть это такой некий файловый менеджер как раз таки. Ну, можно также, например, сделать архив. Да, например, сделать бэкап. То есть архивировать эти файлы. И здесь у нас, опять же, уведомление о том, что у нас архив создался. Если мы посмотрим, вот он наш архив. Его также можно переименовать. Ну, например, в бэкап. Да, то есть некий такой бэкап сделать. И вот он у нас появился файл архива backup.zip. Если мы посмотрим здесь, то вот он наш архив. Распакуем его. И вот он как раз таки архив, то есть все то, что мы в принципе и архивировали. И вот она, в принципе, наша папка. Точно так же здесь можно что-либо удалять, да, например, наш фолдер, она не нужна. Удалить ее, например. И если мы перейдем, то у нас ее теперь больше нету. Ну и также бэкап можно удалить, оставить один архив. Вот, в принципе, на этом-то и все. То есть вот такая вот получилась CMS-система. Также есть настройки, где можно выбрать язык. То есть по дефолту это стоит английский. Можно переключиться точно так же на русский. Выбрать тему, например, на Black. То есть если мы сейчас перейдем к картинке с черной темой, вот он как раз таки логотип. То есть на черном фоне белый логотип как раз таки видно. То есть текущий логотип, он у нас здесь. Но на самом деле черная тема немного криво отображается, поэтому лучше все-таки на белую переключить. Также можно сделать показ тегов. То есть давайте включим, просто покажу, что это такое. Но на самом деле это более такая расширенная настройка. Ну, например, можем отредактировать какие-то классы. Да, единственное, перейдем все-таки в индекс. То есть вот она у нас запись «Привет, мир». Если раньше мы видели только «Привет, мир», то сейчас мы как раз таки получаем доступ к тегам. То есть что мы можем сделать? Ну, например, добавить какой-нибудь класс. Ну, например, написать white123 и сохранить. У нас здесь появился как раз таки новый класс white123. И если мы теперь посмотрим исходный код текущего заголовка, то вот он у нас текст white. То есть это до изменений. Если сейчас мы обновим страницу, то вот он у нас как раз таки появился текущий класс white123. То есть тот самый класс, который мы в принципе только что добавили. Также можно заменить h2, например, на h3. Ну то есть это такие более расширенные настройки, они не обязательные. Но по крайней мере они дают возможность редактировать более глобально. И при желании можно сюда подключить какой-нибудь полноценный HTML-овский редактор, который, например, будет давать пользователю сделать, например, текст жирным, либо же наоборот тонким, поправить там размер текста, да, изменить его font size и так далее. На этом, в принципе, все. Скачать текущую CMS можно прямо с сайта vcms.space. Далее можно, в принципе, тоже точно так же переключиться на русский язык. Далее перейти в скачать. И скачка начнется автоматически. После чего появится точно такой же зиповский архив. И далее здесь же будут точно такие же папки. Единственное, что нужно будет сделать, это открыть в Sublime config и поправить здесь логин. То есть желательно бы изменить логин и изменить, соответственно, пароль. Потому что 1, 2, 3, 4, 5 это все-таки как-то немного небезопасно. Также здесь можно включить дефолтные настройки языка, например, сменить на русский. То есть эти настройки всегда можно изменить непосредственно в самих настройках CMS. То есть, да, непосредственно здесь. Просто текущие настройки, они как раз таки отвечают за сам дефолт. То есть то, что первоначально увидит пользователь, прежде чем он залезет как раз таки в текущие настройки. Например, тему точно так же можно сменить на black.
показывать теги или нет. То есть можно сменить, например, на yes. Но это такие тоже просто конфигурации. И это, в принципе, все, что нужно сделать. Здесь нету никакой базы данных, нету никаких настроек с базы данных. Все происходит в реал-тайме. То есть достаточно просто перекинуть текущие два файла, ну, точнее файл и папку непосредственно в главную директорию проекта, и все, на этом установка в принципе закончена. То есть такая действительно установка занимает меньше минуты. На это в принципе тоже был расчет, чтобы все было максимально удобно и максимально просто сделано. Также вы можете оставить здесь какой-либо комментарий, что вы думаете о текущей CMS. Ну и весь исходный код открыт. На самом деле текущая CMS полностью бесплатна. То есть вы можете перейти на репозиторий GitHub. Здесь находятся все исходники, то есть все исходники прокомментированы. Также лицензия стоит Apache 2.0. То есть эта лицензия вам позволяет как-то изменять файлы, редактировать. То есть можете даже перепродавать текущую CMS. Хоть она и бесплатная, но даже если вы передадите, это вполне законно с текущей лицензией. Ну и в принципе мне будет все равно. Единственное, что вы можете сделать, это поставить звезду текущему проекту. Потому что как раз таки звезды, они помогают привлечь новых разработчиков. А новые разработчики — это пофикшенные баги и больше, соответственно, функционал. Теперь, собственно говоря, поговорим про то, на чем это было написано. Ну, в принципе, можно было уже догадаться, что написано все как раз-таки на PHP. Но на самом деле здесь далеко не 80%. Я сейчас скажу, откуда это берется. Но давайте вначале, почему все-таки PHP. На самом деле по одной простой причине, потому что такие простые сайты, они, как правило, вешаются на дешевые сервера. Соответственно, дешевый сервер уже ограничивает нам выбор серверного языка. Например, ту же ноду, если поставить на дешевый сервер, то можно столкнуться, например, с рендерингом. Особенно если там будет шаблонизатор. Также с отсутствием крона, потому что некоторые задачи, в принципе, не только в Node.js, но и во многих других серверах нужно подвешивать. И, соответственно, на дешевых серверах сам факт крона, ну точнее его отсутствие, делает это уже проблематично. Поэтому PHP, в принципе, да, для дешевых серверов это как раз таки лучшее решение. Ну и плюс PHP на самом деле с таким вот редактированием он справляется лучше всех других. По крайней мере, если брать во внимание то, что сервер действительно дешевый. Ну и плюс сам PHP позволяет как раз таки, точнее не позволяет, а делает возможность установки CMS буквально в 2 клика, то есть просто перенести два файла. Такое как раз таки возможно только с PHP, потому что если вы ставили Node.js на обычный VPS сервер, то вы знаете, что там как раз таки так легко это сделать не получится. Также PHP на самом деле вот то, что 80% написано, ну по одной простой причине, потому что все сделано в объектно-ориентированном стиле. Этот стиль подразумевает огромное количество файлов, то есть разбитие всего, что только возможно на классы. Поэтому, соответственно, файлов так много. То есть GitHub считает по количеству файлов, а не по их объему. На самом деле объем как раз-таки у Vue.js как раз-таки где-то половина от того, что есть на PHP. Точнее не половина, то есть у них по 50%, я думаю. То есть на бэкэнде использовался как раз-таки PHP. Я думаю, его выбор более чем обоснован. А на фронте я использовал Vue.js, поскольку он мне нравится, в принципе, и разработка с ним происходит достаточно легко. Также все стили, то есть вся визуальная часть текущей CMS была построена на фреймворке UI Mini. Если вы видели мои предыдущие видео, то вы с ним знакомы. Если же нет, то тут есть подробная документация. То есть как раз таки все элементы были построены на текущем фреймворке. Все это дело я связал, то есть все библиотеки и так далее, веб-паком. В принципе, в последующих видео я тоже расскажу, как можно вообще соединить PHP с веб-паком, также как можно соединить это все дело с Vue.js. Теперь давайте поговорим про преимущество того факта, что мы не используем базу данных. Потому что если, например, вы новичок PHP, и вы просто увидели, как здесь можно редактировать весь текст на сайте, например, то же самое с картинками, то есть редактирование всего, что есть на сайте, и при этом без использования базы данных, ну, возможно, могло показаться, что это немного магия. На самом деле магии в этом никакой нету. Я в дальнейшем покажу видео, как это можно все это сделать. То есть посредством PHP. А сейчас мы просто поговорим про преимущества такого подхода. На самом деле подход очевиден, то что да, у нас нет нагрузки на сервер. Потому что такой подход он нам как раз таки отбрасывает саму базу данных, и мы ее попросту не используем. Соответственно, когда пользователь любой перейдет на текущий сайт,
ему просто отдастся текущая HTML-страница прямиком с сервера со всеми стилями, скриптами и так далее. И, соответственно, это будет намного быстрее, если бы же мы работали, например, с каким-то WordPress, у которого была бы база данных. Соответственно, при WordPress, да, если такой сайт натянуть на WordPress, то там бы шло бы какое-то количество запросов в базу данных, а потом бы шел бы ответ от базы данных, потом бы пользователю что-то, соответственно, отдавалось. И, соответственно, таких запросов на самом деле может быть очень много, особенно если вы работаете с WordPress. Ну и то есть это основная причина при таком подключении, то есть не обязательно должна быть текущая CMS, а просто при таком редактировании важно понимать то, что мы не несем никакую нагрузку на сервер. Потому что, опять же, такие сайты, они в основном ставятся на дешевые сервера, и там есть жесткий лимит по нагрузке на сервер. И когда этот лимит перерастает, когда, например, 100 человек в минуту заходит, а у нас там подключена база данных, WordPress, какое-то количество плагинов, то, соответственно, скорость, она жестко урезается. И, соответственно, там какой-нибудь 101 человек, он будет уже ждать секунды 3-4, пока у него загрузится сайт. Это, в принципе, первое. Ну и второе, да, если бы мы подключали бы WordPress, то, соответственно, мы бы скачали бы WordPress, который по дефолту весил бы 40 мегабайт, плюс установили бы базу данных, которая тоже весит мегабайт 30-40, это тоже дефолт без тем, без плагинов и так далее. Да, и того вот для такого обычного сайта, которому максимальный вес обычно это 5-6 мегабайт, при условии, если все поджато, если не поджато, то мегабайт 10-15. Подключать что-то в районе 100 мегабайт, тоже не совсем целесообразно. Текущая же CMS, не именно CMS, а вообще такой подход, он на самом деле достаточно простой, и он весит всего лишь 1 мегабайт. То есть, да, с таким подходом можно даже в гите хранить копию. Ну и, в принципе, сама легкость, да, то есть мы просто перекинули одну папку, один файл и получили доступ просто ко всему, что есть на сайте. Просто если бы у нас такая же задача встала, и, по крайней мере, я раньше использовал Modex, и в Modex бы это все бы заняло бы, по крайней мере, у меня часа 2-3, наверное, учитывая то, что я с ним давно не работал. То есть это просто легко. Просто взять два файла, перекинуть. В этом, собственно говоря-то и заключаются плюсы. То есть экономия просто элементарно пространства, да, то, что любая другая бы CMS, она занимала бы намного больше места. Ну, я подразумеваю те CMS, которые с базой данных как-то взаимодействуют. Второе, это то, что у нас нету базы данных, то есть, соответственно, нулевая нагрузка на сервер. Ну и третье, это просто элементарная легкость. Да, у нас заняло меньше минуты на то, чтобы это все поставить на CMS. Ну и, в принципе, на этом все. В следующих видео мы поподробнее поговорим на то, как это можно все реализовать. Опять же, весь исходный код открыт. Можете смотреть, можете делать с ним все, что угодно. Единственное, сохраняя, конечно же, копирайт. Также можете поставить звезду текущему проекту. И также лайк этому видео, потому что это как раз таки поможет ему выбраться в топ. Ну а на этом все. Можете написать свое мнение также в комментариях. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео.